Всем привет! Сегодня воскресенье, 14 декабря, и я сейчас еду в Закопане. Приехал в Закопане, тут начинаются горы Татры. Сейчас все еще темно, только 6:30 утра и рассвет через час. Сейчас иду искать маршрутку, которая едет до Поляницы Бальчанска. Доехал до точки, уже купил билет, он, как и был, 11 злотых. Небо пока что так немного затянуто тучами, но есть просветы, особенно вон там на юге. По прогнозу погоды, в принципе, сегодня должно быть нормально, и вроде как даже может быть ясное небо, когда я дойду до долины. Я ожидал больше снега, но смотрю, некоторые склоны тут вообще без снега практически, вот, например, как тот. Я сейчас иду, наверное, по самой популярной дороге в Татрах. Она ведет до Морского Ока, и основной поток людей, который здесь идет, он идет именно туда. До Морского Ока этой дорогой идти примерно 2-2,5 часа, смотря какой темп. А мне примерно этой дорогой идти полчаса, и потом будет поворот на долину Пенчустау. Дорога до самого Морского Ока ровная, асфальтированная, почищена, и по ней практически каждый может туда дойти. Долина Пенчустау в поисках одна из самых красивых долин в Татрах. Переводится как долина 5 прудов польских. И некоторые так и называют, но некоторые называют и долина 5 озер. И мне такое название больше нравится, поэтому я называть буду тоже так. Изначально долина называлась по-другому, только после того, как сюда начали ходить туристы, ее переименовали в долину Пенчустау. И прикол был в том, что на территории Словакии тоже была такая же долина, которая так же само называлась. И в итоге эту долину переименовали в долину Пенчустау в польских, а в Словакии в долину Пенчустау в шпицких. Обожаю, когда на вершине лежит снег, и вот так вот в лучах солнца, как там, с облаками. Это очень красиво выглядит. Знак, предупреждающий о лавинах. Сегодня лавинная опасность низкая. Подошел к водопаду. Его назвали в честь Адама Мицкевича. В народе его называют громовым, потому что он очень шумный, особенно после дождя. Когда-то по этой дороге проносили прах Адама Мицкевича, и в честь этого через год назвали этот водопад его именем. Если кто не знает Адама Мицкевича, то это знаменитый польский и белорусский поэт и писатель. Поворот на эту тропу, которая ведет в долину 5 озер. Честно, название не знаю, что это. Потом скажет. Он там какой-то зверек выбежал, очень похож на такого кота. Вот он сидит. Иди сюда. Привет. Ты кто? Блин, вот у меня название на языке вертится, но честно не знаю, кто это на 100%. У меня в голове почему-то хорек. Хотя это не хорек. Не боится? Так, подходим. Теперь лед мне не страшен. Насколько легче с кошками, вот люди идут в обычных ботинках и не могут там пройти нормально. Мне надо посмотреть дорогу, что тут развил какая-то. Где вообще? Надеюсь, карта откроется. Так, открылась. Так, ну вроде не туда, вроде туда. Так, нормально. В общем, сама долина 5 озер находится на высоте от 1600 до 1900 метров. И длина ее около 4 километров, а ширина 2 километра. Раньше там был ледник, который и вырубил эту долину. И сейчас туда иду я. Долина, по которой я сейчас иду, называется долина Ростоки. И река, которая здесь течет, она образует тот водопад. Вот сюда по всему это и есть та река. И она тоже довольно шумная. Иду я сейчас по зеленому маршруту. Так приятно видеть вершины, на которые падает солнечный свет, а снизу лежит снег. Тут смотрим на долину.
Сейчас как-то вообще не холодно, пишет, что 0 градусов, но по ощущениям как будто плюс. Капец, тут деревьев повалено, просто в ряд вот так вот сложены. Все, там уже небо полностью чистое. В принципе, ну вот где-то там еще кое-какие облака есть, но так вообще небо уже чистое-чистое. Кайф. Продолжаю свой путь, уже дорога где-то 2 часа, и осталось идти около, не знаю, может час, 1,5 километра. Давно не был в Татрах, и месяц был перерыва, и идешь и просто удивляешься, насколько здесь красиво, причем в любое время года. Идешь, и у тебя такая вот дорога с такими видами. Эта вершина называется Козий Верх. Ее высота 2291 метр, я на ней был этим летом. Так, небольшая проблема тут. Пришел я вот оттуда снизу. Шел сейчас, вот забрался сюда. Такой подъем с ледяной дорогой. Довольно резкий был. Сейчас мне еще вот перейти через эту стену. И там уже скоро долина 5 озер. Снег тоже твердый, такой обледеневший. По нему очень удобно ходить сейчас. И вот тут видно тоже, как стекала вода и замерзла. Идти в долину Пенчусав есть еще одна причина. И сейчас вы ее увидите. Здесь вот такие вот почти метровые дыры, если что. Сейчас попробую подойти к нему поближе. Этот водопад называется Велкосеклава, и он является самым высоким в Польше. Высота его примерно 70 метров, и по напору воды он тоже один из самых мощных, это вроде самый мощный в Польше. Но в зимний период напор воды здесь ослабевает. И по сравнению с прошлым разом, когда здесь был летом, напор воды гораздо слабее сейчас. Напор воды может настолько ослабеть, что водопад в холодный период может и замерзнуть. Ну и от него такой дует очень холодный ветер. Так, я немного перекушу. Опять взял, походу, что брал в прошлый раз. Мне зашло так неплохо. А тут немного другие, тут больше какие-то бобы уже. Какая-то другая чечевица. Так, все, выдвигаюсь в долину 5 озер. Она тут практически рядом, идти уже недолго. Главное тут никуда не провалиться и не упасть. Так, обойдусь тут. Не очень безопасно тут идти, как-то везде какие-то провалы. Посмотрите, какая здесь дорога. Это просто лед и скала. Если тут поскользнуться, то полетишь вот довольно далеко. И неприятно будет. Вот толщина льда такая. Ну, тут нормально. Ну что же, риск упасть. Водопад чуть сверху. Вот снизу я был там буквально пару минут назад. Дорога полностью льдом покрыта. Ну вот она, долина 5 озер. И тут у подножья склона Медианы, вершина 2237 метров, находится самое крупное озеро из 5. Ну, вообще их 6, но одно сезонное, оно то бывает
то нет. Это самое крупное озеро, называется Великий Став Польский. И это самое глубокое и длинное озеро здесь. И третье по глубине в Польше. Глубина около 80 метров, а длина почти километр. Сейчас озеро почти полностью замерзшее, а я иду к приюту. Хорошо видна гора Швеница, вот ее вершина, там 2300 метров. А также Шпигласовый верх, там высота 2172 метра. Подошел чуть поближе к этому озеру. Кстати, четвертое по глубине озера в Польше — это Черный Став под Рысами. Смотрим и слушаем озеро. Это шумит лед. Или выходит воздух из-под льда. Ну, такой немного стрёмный звук. Оно вообще замерзло так не как ровно, а вот такими волнами. Вот можно видеть, какое оно волнистое. Вот здесь недалеко находится следующее озеро, а вот там еще одно. Это озеро называется Малый Став Польский. Оно полностью замерзшее. И оно самое маленькое вроде как из всех. Глубина всего чуть больше 2 метров. И в зависимости от сезона оно то расширяется, то сужается. Также здесь находится такая хижина. Это хижина, так называемый сторожевой пост Татранского национального парка. И она служит как администрация этого парка. И вот еще одно озеро. Его глубина 34,5 метра. Оно называется Przedni Польский Став. И переводится как переднее озеро польское. Остальные два озера находятся вон там вот на высоте. И, к сожалению, я сегодня туда не пойду. Но когда пойду на Шпигласовый верх, буду оттуда спускаться. И мне откроется вид на все озера. Вот такое озеро вблизи. Рядом с ним вот там вот уже находится приют. Сейчас я туда иду. Вот слышно, как озеро издает такие звуки. Такие необычные, немного пугающие. Вот, не знаю, слышно на камере или нет. В общем, этот приют, прикол его в том, что туда не поставляются грузы и продукты обычной дорогой, а поставляются каким-то специальным лифтом. И это один из двух таких приютов. Другой находится где-то в других горах. Уже приют недалеко совсем. У этого озера звук отличается, чем от того большого. Тут как-то по-другому немного звучит, более выше, что ли. Подхожу уже к приюту. Сейчас буду пить кофе. Вот этот лифт, про который я говорил, который поднимает сюда грузы. Вот прям с приюта вид на это озеро. Летом тут есть гриль. Сейчас тут людей практически нету. Зимой буквально несколько человек. Хотя погода очень хорошая. Я ожидал, что будет больше людей. Но как-то все, с кем шел, пошли на морские ока. По классике взял кофе и шарлотку яблочную. В этом приюте знаменита шарлотка яблочная. И ее здесь надо брать. Так, ну все. Продолжаю свой путь. Так, ну что я могу сказать? Шарлотка реально топ в этом заведении. И кофе тоже нормальное, но
Пока что самое дорогое из всех приютов, где я был. Стоит 16 злотых за такой стакан, как вы видели. Сейчас я планирую обойти то большое озеро. За ним там еще одно озеро есть, дойти до него и уже возвращаться назад. Там вижу группу альпинистов, которые идут штурмовать вершину Медзяны, судя по всему. С этой стороны находится Орлоперч, самая опасная тропа, открытая здесь для обычных туристов. Начинается там на Заврат, идет через Козий Верх и заканчивается там на скрайный Гранат. Ее длина где-то 4 километра вроде бы. И в теплый период хочу туда сходить, пройти ее полностью. Вот уже солнце светит. Люди фотографируются. Кстати, то озеро вроде ровное было. Это вот это такое волнистое. Это по-разному они замерзают. Вау, здесь очень красивое место. Забрался повыше, и вот вид на озеро с высоты. Озеро само выше, чем я ожидал, у нас же за тем холмом. И в следующий раз. Дошел сейчас практически до конца долины. Другое озеро там вообще наверху, где-то еще выше. И до него так просто не добраться, его будет видно только сверху откуда-то. Но это большое озеро видно практически отовсюду здесь. Его сложно не заметить. Пока я шел, уже погода чуть испортилась. Ну, не то, что испортилась, просто нету солнца. А там, я смотрю, вообще не весело. Конкретно пришли какие-то черные тучи. И как раз в ту сторону, куда мне идти. Посмотрим, что будет. Надеюсь, они уйдут. Вроде как серьезно ничего не передавали, но в горах может быть все что угодно. Идти мне сейчас около 2 часов, может чуть больше. И около 7 километров. Солнце опять вышло, надолго ли. Вот я подошел чуть поближе. И то, что там впереди, вообще не внушает никакого оптимизма. И кажется, как будто оно там стоит на месте. Ну, посмотрим, что будет. Сейчас тут опасный ледяной участок. Тут одно неверное движение, полечу вниз. Я не знаю, как мне что мне делать с этой палкой сейчас. Поможет ли она мне? Ладно, попробую помогать ей с этой стороны. А в принципе можно и здесь. Это, скорее всего, будет безопаснее. Так, ну, пока нормально. Но тут еще, но тут уже нету обрыва. Как смотрю, тучи ушли куда-то туда вдаль, поэтому все должно быть хорошо. Кстати, в Ватабате вон уже есть такие обледенелые участки, и там вот лед такого бирюзового цвета, такой необычный. Это, наверное, из-за того, что река эта горная, поэтому такой цвет остается. Вот уже почти спустился в долину Ростоки опять. Тут такие маленькие облака забрели сюда. Вот когда сюда шел, не обратил внимания, но здесь вот стоит такая небольшая водная электростанция. Вырабатывает тут электричество в долине. Вообще изначально планировал идти синим маршрутом через Новую Ростоку из долины Пяти озер на Морское Око. Но на зиму этот путь закрыт, и вообще тут некоторые пути закрываются из-за опасности, либо из-за того, что там зимуют какие-то животные или птицы. Вот место, откуда отправляют грузы туда наверх в приют. Судя по всему, их подвозят вот на таких квадроциклах. Вот этой дорогой. Протестировал сегодня свои кошки. Сегодня был первый раз, когда я их одел. И в принципе минусов не нашел. Они хорошо сидят. И
сегодня меня просто спасли. Без них было бы очень тяжело сегодня подниматься либо спускаться, особенно спускаться. Особенно там, где лед этот был. Вошел в лес, сразу так мрачно стало кругом. И там увидел очередную живность. Она, как я начал говорить, улетела сейчас. Ну, там был дятел. Сейчас его уже не видно. Что касается цены за кошки, то я брал самые дешевые, которые были на рынке, где-то примерно за $25. И пока не знаю, ну вроде нормальные. Мне пока не с чем сравнивать, других у меня не было. И, наверное, со временем уже скажу, сколько они прослужили. Не, зимой тут вообще, даже в лесу как-то нереально выглядит все. Очень красиво. В принципе, все. Думаю, можно прощаться. Напишите, как вам долина 5 озер. И hasta luego. До скорого.